Ребят, привет, с вами Стас Быков, и есть новости, что Google и YouTube прекращают показ рекламы в России. То есть монетизации на каналах не будет, но есть альтернативы, как можно зарабатывать, поэтому не отчаиваемся и работаем дальше уже с другой немного стратегией. Пост я сделал во вкладке «Сообщество», также решил записать отдельный видеоролик. Первое, о чем я хотел поговорить, это выплаты за январь и февраль. Так как эти месяцы прошли, то очень у многих авторов деньги остались на AdSense. Пробуйте их вывести на карты банков, которые не попали под санкции. И еще лучше, если вы работаете через медиасеть. Я вот работаю с Юлой, и они сейчас как раз думают, как это реализовать, потому что все деньги поступают в их банк в Израиле, и там у них есть много способов, как вывести. Сейчас как раз жду вывод за январь, и, конечно же, за январь тоже выведут. Поэтому ссылочку на медиасеть я тоже оставлю в описании. Пишите им в поддержку, они вам бесплатно помогут, подскажут, что можно сделать. Поехали дальше. Давайте посмотрим аналитику. Заходим с вами в творческую студию. Дальше аналитика. Здесь аудитория. И посмотрим, какой процент зрителей у вас был из России. И здесь нам нужно выбрать топ регионов по просмотрам. Да, то есть я вот из России вижу и Украину. У меня было 72% трафика. То есть монетизация такого процента она не будет осуществляться. 27%, тем не менее, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, да, там реклама будет показываться для тех зрителей, и доход будет идти. Но падение на 73% это, конечно же, очень много. Также в комментариях отпишите, какой у вас процент, и, конечно же, есть альтернативы, как дальше зарабатывать. Приготовил для вас несколько моментов, которые нужно обговорить. Мы также можем зарабатывать на зарубежной аудитории. То есть, если вас смотрят из других стран, или вы делаете англоговорящий контент. То есть это очень хорошо, это вы можете выкрутиться из ситуации. Но вопрос в том, как вы сможете выводить эти деньги. Да, об этом тоже мы поговорим в следующем видео, чтобы не пропускать. Обязательно подписывайтесь на канал. Дальше это прямая реклама. То есть когда к вам обращается напрямую рекламодатель, и вы делаете нативную рекламу его товара, услуги или сервиса. То есть я думаю, это все равно останется. Конечно же, будет эта тенденция падать, так как не все рекламодатели смогут воспользоваться данной услугой, потому что предприниматели тоже с рынка немного уходят. Но тем не менее, всегда будут компании внутри России, да, которым нужна будет реклама. И если ваш контент подходит, то, конечно, они могут с вами посотрудничать. Далее это партнерские программы. Я постоянно говорю, что партнерские программы это лучший способ, как зарабатывать, особенно новичкам, да, если вы не понимаете, что такое заработок в интернете. То есть мы с вами оставляем партнерскую реферальную ссылку, по ней переходят, приобретают услугу, а вы получаете комиссию. Ну, точно так же я работаю с сервисом Yumi. Сервис для аналитики ключевых фраз. Кстати, это альтернатива VidIQ. Я бы рекомендовал вам полностью перейти на российские разработки. Я лично от VidIQ уже полностью отключился. Здесь мы можем воспользоваться инструментом поиск ключевых слов и трендовые видео. То есть это все за копейки, 300 рублей в месяц, и вы можете анализировать. Ну вот, например, монетизация. Давайте введу. Смотрим. Сейчас проанализировал, видите, все то же самое, сколько поисковый объем месяц, другие слова. Потом в тренде можно посмотреть, также отдельный инструмент популярных видео, но сейчас не об этом. Сейчас мы говорим про партнерские программы, и мы видим, что в данном сервисе за все время уже 56 тысяч заработал. То есть оставляем ссылочку не только на YouTube, но и на других площадках, партнерскую реферальную ссылку, и предлагаем товар, услугу или сервис нативно, так чтобы это было интересно и с пониманием, кто целевая аудитория данного продукта. Дальше донаты на прямых эфирах. То есть прямые эфиры также можно проводить, и вы можете подключить сервис донатов, и зрители вам будут отправлять вознаграждение. Каким сервисом пользоваться? Сейчас веду переговоры, смотрю, анализирую, потому что лучше тоже не рассматривать зарубежный сервис, так как есть возможность блокировок и в этом направлении. Поэтому об этом тоже будет отдельное видео. Итак, что же делать? То есть я рекомендую не паниковать, а дальше периодически записывать видео,
Потому что, ну, рекламы нет, но просмотры-то будут. То есть YouTube нам еще пока не заблокировали, то есть частично, возможно, ограничивают доступ недавно, потому что не было аватарок, не было шапки, да. Пока YouTube работает, я бы рекомендовал размещать все-таки контент. Можно реже, да, но поддерживать активность или общаться с вашей аудиторией это нужно. И искать альтернативы. Про альтернативы я поговорил вот в этом видео, блокировка YouTube. Обязательно его посмотрите, я ссылку оставлю в описании. И какой там посыл? Зарегистрироваться на российских сервисах Яндекс.Дзен, Рутуб, ВКонтакте и завести себе свой личный сайт. Сайт делается очень просто, у меня есть отдельный видеокурс, тоже можете посмотреть самостоятельно, без знаний программирования его сделать. Вот эти вот площадки, я делаю на них упор. Сейчас я там тоже размещаю контент, я заранее подготовился. Вот у меня Яндекс.Дзен, есть аудитория 1000, тоже подписывайтесь, чтобы не потеряться в случае блокировки. И также есть Рутуб, здесь тоже подписывайтесь. Площадка идентична Ютубу. Сейчас рекламодатели все перейдут на другие площадки, и мы с вами также будем зарабатывать, как зарабатывали на Ютубе. Поэтому переходим, регистрируемся и начинаем в параллели вести российские социальные сети. Ну и не забывайте про свой сайт, потому что я говорю, что свой сайт, он всегда будет выручать. Используем наш хостинг, наш регистратор домена в случае блокировки, чтобы они остались внутри страны. Да, и здесь мы можем с вами размещать видеоролики, статьи, рекламу от того же Яндекса и на этом тоже зарабатывать. Альтернативы есть. Какие выводы мы можем сделать? Да, монетизацию у нас временно отключают, пока неизвестно, когда подключат, но отчаиваться не стоит. Мы можем использовать пока альтернативные способы заработка. Продолжаем записывать контент на наш канал и используем альтернативные источники, то есть социальные сети, которые нам также помогут зарабатывать. Работаем дальше, вы можете в комментариях отписать свое мнение, что вы по этому поводу думаете.